Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Влад Андросов. Довольно в молодом возрасте я открыл одну из первых компаний операторов медицинского туризма в Беларуси, и сегодня я с радостью готов поделиться своим опытом. Медицинский туризм – одно из новых влияний индустрии всеобщего мирового туризма. Как самостоятельное явление и как вид туризма он начал формироваться в 20 веке, когда люди первоначально путешествовали за получением более качественной, более квалифицированной медицинской помощи в те страны, где эта помощь оказывается на высоком уровне, высокопрофессиональными специалистами. В медицинском туризме 75% – это медицина. И только на 25% это туризм в том виде, в каком мы его все знаем. То есть проживание, питание, транспортировка, трансфер и сопровождение. О посредничестве не люблю слышать. Мы помогаем клиникам делать международный маркетинг. Мы просто продвигаем услуги наших клиник. Мы выполняем за клинику ту работу, которую они, скажем так, не предлагают иностранцам ввиду своей перегруженности. То есть они не могут там сразу же скинуть смс-ку человеку в Россию, на какой имейл высылать там снимок, какую-то информацию медицинскую, сразу ее обработать, отзвониться клиенту в Россию. То есть, этой функции они не предлагают. Мы предлагаем пациенту пакет услуг, который стоит не так дорого. И к нему приезжает менеджер, привозит ему продукты, если это надо, возит его в банк, возит его в аптеку, если это необходимо. Мы пытаемся подстроиться под нужды клиента, и таким образом мы в итоге получаем очень хорошие отзывы. Наиболее востребованной сейчас является стоматологическая помощь. Кроме того, это сфера офтальмологии. Пластическая хирургия, спрос на эти процедуры растет. Мы сильно не работаем с такими сложными вещами, как трансплантация органов, но тем не менее, учитывая оптимизацию нашего законодательства, мы сильно выигрываем среди других стран СНГ. Поэтому спрос идет большой. На сегодняшний день тоже РНПЦ, трансплантация, она просто перегружена заявками. Здесь очень поспособствовал, скажем так, молодой задор и чувство, что тебе море по колено. Может быть, из-за этого и казалось, что все реально и возможно, и просто. Но на практике это оказалось абсолютно непросто. То есть влазить во взрослый такой мир, причем мир медицины, который имеет очень много под собой непонятных вещей, да, обращая внимание на твой возраст. На сегодняшний день мне 25, но тогда мне было 22. Приходилось доказывать, что в нас что-то есть, хотя еще на самом-то деле ничего не было. Приходилось, скажем так, играть наперед, договариваться о каких-то условиях, то есть без большой уверенности в том, что это получится. Партнерская база – это, в принципе, одна из сложностей была. Но дальше была сложность в продвижении услуг. Больших бюджетов на маркетинг у нас не было, в принципе, и по сегодняшний день огромных нет, да, чтобы рекламироваться на международном уровне, телевидение, радио, там, даже баннерная реклама на нормальных порталах за рубежом, она стоит серьезных денег. Поэтому приходилось сначала нанимать какие-то компании, которые занимались продвижением. По итогу мы пришли к тому, что большую часть маркетинга выполняем самостоятельно. Какие-то вещи отдаем на аутсорс, естественно, но отдаем узкоспециализированным специалистам. С нуля стартовать возможно, если у тебя есть как минимум $10 000. Да? И если есть понимание того, какие у тебя будут обязательные расходы и какие расходы будут необязательные, но желательные, там, как реклама там, и так далее. И если ты знаешь, что вот у тебя есть деньги, вот у тебя есть последовательность действий, ты можешь пробовать. Но гарантии тебе никто не даст, что ты их не потеряешь, эти деньги. Тут уже риск, как ни крути. Да, деньги были полностью свои, из разных источников взятые, но инвесторов я не хотел и по сегодняшний день я не хочу инвесторов, потому что я не хочу отдавать часть своего бизнеса, скажем так, людям, которые ничего не делают, которые просто дали деньги. Да. Я лучше помедлю чуть-чуть, но сам разовьюсь во что-то.
это была полностью наша инициатива, никакой мгновенной поддержки мы не ждали, кредитов мы не брали, мы делали все за собственные накопленные деньги. Но, тем не менее, естественно, какая-то поддержка требовалась. Нам пришлось обратиться за советами, за поддержкой в Министерство спорта и туризма, просто обозначить себя, показать, что мы приходим на этот рынок, показать, что у нас есть понимание того, куда мы идем, отделить себя, дифференцировать от крупных туроператоров, которые пытались в то время внедрить в перечень своих услуг медицинский туризм. И в Министерство спорта и туризма к нам присмотрелись, откликнулись на наши вопросы, в частности, департамент по туризму. Через какое-то время также появились контакты с Министерством здравоохранения. То есть чиновники понимают, они видят актуальность в этом, преград они не строят, наоборот, где-то они могут направить и подсказать, куда лучше идти, а куда лучше не идти, учитывая специфику всей нашей сложной системы здравоохранения. Я получал европейское образование, стажировался в Европе, в Италии, много ездил в Голландию к родственникам, к своим. Ну и, соответственно, у меня выработалось такое европейское какое-то мышление. И, естественно, я смотрел на европейский рынок. Мне хотелось показать, что Беларусь тоже европейская страна, что мы можем качественно предоставить свои услуги. Но была допущена ошибка. Уже позже я это понял, когда я увидел просто, что спроса нету. Ну, нету еще имиджа Беларуси. Не то что медицинского, а даже туристического. Таким образом, мы не получили отдачи, мы не получили клиентов, мы прогорели, мы поняли, что это серьезная ошибка. Но рук мы не опустили. У нас была русская версия сайта, она была недоработана, она была сделана так себе. Но мы за нее взялись, и в течение полугода мы сделали на нее ставку. И здесь уже мы не прогадали. То есть пошел русскоязычный клиент, с ним было гораздо проще, он меньше задает вопросов, он понимает, где он находится, он понимает, что такое постсоветское пространство. Он примерно знает, куда он едет. В то время как иностранец не знает, и объяснить ему это на словах, это сложно. Мы сделали правильно, и уже второй год мы работаем именно на этот рынок, рынок СНГ. Точечно пробуем смотреть другие рынки, аккуратно прощупываем. Но как ни крути, Россия, Казахстан, вообще СНГ – это то, что нам надо. Поэтому и у нас здесь не надо придумывать никакой велосипед, а надо работать на наш рынок. Постепенно набивать руку, получать опыт и постепенно уже начинать конкурировать с той же Венгрией, Польшей, Литвой, уже за Западную Европу. За 2012 год мы приняли и оказали поддержку в организации лечения более чем 200 пациентов. В основном это россияне были. Мы оказали консультационную поддержку более чем 1000 иностранным пациентам. То есть мы рассказывали, в какой клинике это лучше, какой врач и так далее. Да? Мы получали от них заявки, обрабатывали их. Эти пациенты потом, скажем так, к нам не приходили больше. Может быть, они получили лечение, но уже без нашей помощи. В этом году за первый квартал порядка 70 пациентов приехало. То есть мы чуть-чуть растем. Я надеюсь, дальше будет больше, потому что сейчас как раз внедряем новые рекламные кампании такие. Надеемся, что даст эффект. Кроме того, к нам начинают приезжать, наконец-то начинают приезжать родственники, коллеги наших пациентов. То есть мы думали, что это будет сразу, они уехали, а уже завтра нам позвонили, и их друзья приехали. Так не было. Только сейчас постепенно это начинается. И мы очень надеемся, конечно, на сарафанку, потому что понимаем, что это очень актуально и очень хорошо, потому что отзывы действительно хорошие. У нас нету таких клиентов, которые недовольны. Просто нету. Да? Если есть конфликтная ситуация, мы из нее выходим. Учитывая, что мы сейчас расширяем свой сервис в плане сопровождения клиентов, то есть идея создания уже из этого сервиса, скажем так, консьерж-сервиса.
То есть прием иностранцев и их обслуживание здесь. Если кому-то вот это интересно, то есть я готов здесь не только говорить, что мы предоставляем такую услугу, я готов обсуждать какой-то совместный collaboration там в этой сфере, да. Это актуально будет, потому что грядет чемпионат мира по хоккею, и я думаю, не мы одни делаем на эту ставку. Кроме того, то есть мы всегда рассматриваем какие-то варианты по проживанию. Да? У нас растет количество клиентов, они не предпочитают размещаться в дорогих гостиницах, они ищут бюджетные варианты. То есть мы всегда ищем каких-то новых посредников в этой сфере. Ну и вообще, если у вас есть кто-то, кто интересуется лечением в Беларуси, то, в принципе, вы можете с нами советоваться. Вы можете выходить на нас, любые контакты вы найдете везде в интернете, и просто советоваться, можно ли помочь, нельзя помочь. То есть мы за советы денег не берем, за консультации. Мы берем деньги только когда мы уже что-то сделали. То есть клиент приехал, получил услугу, да, тогда мы берем деньги. То есть заранее мы все делаем, скажем так, бесплатно, консультируем, рассказываем, как и что. Другой вопрос в том, что за привлечение клиентов мы готовы, то есть, строить какую-то сеть, да, то есть, и это не важно, чтобы было там, я не знаю, юридическое лицо, там официальная структура, может быть, есть какой-то небольшой ИП за рубежом, который может к нам отправлять пациентов. То есть мы готовы обсуждать каких-то клиентов из-за рубежа без всяких проблем. Пожалуйста, лично со мной это можно обсудить любым удобным способом. Мы встретимся в новом офисе, я сделаю по нему экскурсию, я покажу команду наших специалистов, которые будут работать по направлению не только Беларуси, но мы охватим медицинский туризм, скажем так, в мировом контексте. То есть вот эти обещания я могу дать, и я уверен, что они сбудутся. И я буду рад рассказать о них, когда они уже будут вот видны, и подробно рассказать, что будет и как.